Крошечный котенок, одинокий и испуганный, ночь за ночью разносил по приюту свои крики. Все думали, что это просто еще одно брошенное домашнее животное, пока не узнали душераздирающую правду, которая изменила все. В холодном, стерильном коридоре приюта для животных Оуквуд мерцали лампы дневного света. Вдоль стен тянулись ряды клеток, в каждой из которых находилось мохнатое личико с невысказанной историей. Но в дальнем углу, едва различимый, свернулся крошечный комочек оранжевого меха. Это был необычный котенок. Каждую ночь с наступлением темноты воздух наполнялся навязчивым звуком, таким жалобным, таким отчаянным криком. От него даже у самых опытных работников приюта по спине пробегали мурашки. «Это снова тот котенок», — прошептала Мария, ночная дежурная, и на ее лице отразилось беспокойство. Я никогда не слышала ничего подобного. Глаза котенка, когда-то ярко-изумрудные, теперь казались затуманенными невыразимой печалью. Его крошечное тельце вздрагивало при каждом крике, как будто вся тяжесть мира лежала на его хрупких плечах. Работники с тяжелым сердцем останавливались, проходя мимо клетки. Некоторые пытались утешить, сказать ласковое слово, прикоснуться к нему. Но котенок оставался недосягаемым, погруженный в свой собственный мир горя. Дни сменялись неделями, а ежевечерний ритуал котенка все продолжался. Еда оставалась нетронутой. Крошки рассыпались по полу клетки, как несбывшиеся надежды. Той обглодал лапку. Их жизнерадостная расцветка резко контрастировала с мрачной атмосферой, окружавшей маленького котенка. Единственным постоянным звуком был душераздирающий крик, в котором, казалось, была целая вселенная скорби. Мария начала проводить свои перерывы, сидя возле клетки с котенком. Речь говоря тихо, пытаясь проникнуть сквозь пелену печали, окутавшую крошечное существо. «Что с тобой случилось, малышка?» — спрашивала она, понизив голос почти до шепота. «Кого ты ждешь?» По мере того, как распространялся слух о таинственном плачущем котенке, число посетителей приюта увеличивалось. Некоторые приходили из любопытства, других привлекало желание помочь. Потенциальные покупатели приходили и уходили, привлеченные яркой оранжевой шерсткой котенка и его завораживающими изумрудными глазами. Но как только они приближались, котенок, дрожа, забивался в самый дальний угол клетки. Его крики становились все громче, как будто он умолял о чем-то или о ком-то, чего они не могли ему дать. Он как будто ждал кого-то, размышлял доктор Томпсон, ветеринар из приюта, задумчиво нахмурив лоб. Но кого? Он видел бесчисленное множество животных, которые входили в эти двери, и у каждого была своя история потери или покинутости. Но в этом котенке было что-то особенное, что-то, что тронуло его сердце, чего он не мог объяснить. По маленькому городку Оуквуд поползли слухи. Котенок стал местной легендой, загадкой, о которой у каждого была своя теория. Некоторые говорили, что он был травмирован, что ему нельзя было помочь, что это безнадежное дело. Другие шептались о проклятии, о суеверии, которое пугает даже самые добрые души. Но лишь немногие, те, чьи сердца открыты надежде, задавались вопросом, не кроется ли за этой историей нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Дети прижимались лицами к окнам приюта, широко раскрыв от удивления глаза. «Может быть, это волшебный котенок?» — предположила одна маленькая девочка. Сказка разыграла ее воображение. «Может быть, он ждет свою крестную фею». Сотрудники приюта перепробовали все, что могли придумать, чтобы успокоить котенка. Они включали успокаивающую музыку, пробовали разные виды корма, даже показывали, как вести себя, чтобы оценить ситуацию, но, казалось, ничего не менялось. Плач котят продолжался ночь за ночью, словно навязчивая колыбельная, эхом разносившаяся по улицам Оуквуда. Недели сменялись месяцами, а история о плачущем котенке начала менять город. Люди, которые никогда особо не задумывались о защите животных, теперь стали работать волонтерами в приюте.
Количество пожертвований увеличилось, и другие животные быстрее нашли себе приют. Как будто горе котенка пробудило коллективную совесть, напомнив всем о глубине эмоций животных. В одну особенно тяжелую ночь, когда на улице бушевала гроза, Мария сидела у клетки с котенком, и по ее лицу текли слезы. «Как бы я хотела понять», — прошептала она. «Как бы я хотела помочь тебе». Как бы в ответ на это крики котенка, казалось, приобрели другой оттенок. Не просто печаль, а мольба. Звонок кому-то, кто находится далеко. Именно тогда Марии пришла в голову идея. Дрожащими руками она достала телефон и начала записывать крики котенка. «Может быть, — подумала она, — если мы сможем поделиться этим звуком, его услышит нужный человек. Возможно, они тоже где-то там, в поисках». Видео распространилось по социальным сетям со скоростью лесного пожара. Люди со всей страны наблюдали за происходящим, тронутые душераздирающим звуком и видом крошечного оранжевого котенка, чьи глаза были полны эмоций, которые невозможно выразить словами. Посыпались комментарии, появилось множество теорий, и история вышла далеко за пределы России. По мере того, как видео набирало обороты, начало происходить нечто экстраординарное. Люди начали делиться своими историями о потерянных питомцах, о чудесных воссоединениях, о неразрывной связи между людьми и животными. Плачущий котенок стал символом надежды, напоминанием о том, что любовь может преодолеть время и расстояние. Эксперты высказали свое мнение о том, что могло вызвать такое поведение у молодой кошки. Некоторые предположили, что это травма, другие — редкое заболевание. Но у тех, кто смотрел видео, кто слышал эти крики ночь за ночью, возникло ощущение, что это выходит за рамки научного объяснения. Речь шла о связи, о любви настолько сильной, что она не поддавалась логике. Вернувшись в приют, сотрудники с изумлением наблюдали, как их маленький подопечный стал сенсацией интернета. Но для котенка ничего не изменилось. Он все еще плакал, все еще ждал, все еще надеялся на что-то, чего никто не мог увидеть. Затем, в дождливый вторник, когда вдалеке прогремел гром, в приют прибыл новичок. Пожилая женщина с аккуратно зачесанными назад серебристыми волосами, тяжело опираясь на трость, шла по коридору. В ее глазах, затуманенных катарактой, все еще светилась искра решимости. «Я ищу своего Джаспера», — сказала она дрожащим от волнения голосом. Он был всего лишь котенком, когда пожар охватил наш дом. Я искала его несколько месяцев. Сотрудники с тяжелым сердцем переглядываются. Как они могли сказать ей, что найти одного конкретного котенка спустя столько времени было практически невозможно? Сколько оранжевых котят прошло через эти двери, и у каждого была своя история потери. Но когда они вели ее по приюту, произошло нечто экстраординарное. В тот момент, когда голос женщины разнесся по коридору, с рыжим котенком произошла перемена. Он навострил уши, широко раскрыл глаза, в них мелькнула искра узнавания, которой раньше не было. А затем наступила тишина. Крик, ставший таким же привычным, как дыхание, внезапно оборвался. В приюте воцарилась тишина, как будто весь мир затаил дыхание. Даже другие животные, казалось, почувствовали, что вот-вот произойдет что-то важное. Мария, наблюдавшая за происходящим неподалеку, почувствовала, как учащенно забилось ее сердце. Неужели это так? «Джаспер здесь», — позвала женщина, в ее голосе смешались надежда и страх. И в этот момент перед их глазами произошло чудо. Котенок издал другой звук, тихое, радостное мяуканье, в котором, казалось, была заключена вся любовь в мире. Он прижался к двери клетки, вытянув лапы, отчаянно нуждаясь в прикосновении, которого жаждал все это время. Дрожащее, испуганное существо, которое они знали, исчезло. На его месте был котенок, преображенный радостью, узнаванием, воссоединением, которого он ждал все это время. Слезы текли по лицу женщины, когда она бросилась вперед, дрожащими руками открывая клетку.
Котенок прыгнул ей на руки с силой, о которой никто и не подозревал, уткнулся мордочкой ей в шею и замурлыкал так громко, что это казалось невозможным для такого маленького существа. Ее. «О, мой Джаспер!» — всхлипнула она, прижимая его к себе. «Я никогда не теряла надежды. Я знала, что найду тебя». Ее пальцы нежно погладили его шерсть, ощущая кости, которые говорили о его тяжелом испытании, крошечное сердечко, которое билось в такт с ее собственным. «Мне так жаль, что это заняло так много времени. Теперь я здесь. Я здесь». Сотрудники приюта стояли в благоговейном страхе, наблюдая за воссоединением, которое превзошло все ожидания. Мария обнаружила, что плачет, потрясенная красотой момента. Доктор Томпсон снял очки, вытирая слезы. Вот почему они проделали эту работу. Вот почему они никогда не отказывались ни от одного животного, которое проходило через их двери. По мере того, как проходил первоначальный шок, начали возникать вопросы. Как это произошло? Как Джаспер оказался так далеко от дома? Женщина, которую, как они узнали, звали Маргарет, начала рассказывать свою историю. «Огонь унес все», — объяснила она тихим от боли голосом. «Я пролежал в больнице несколько недель. К тому времени, как я выписался, Джаспера уже не было. Пожарные подумали, что он, должно быть, убежал, испугавшись пламени и хаоса. Она неустанно искала, расклеивала плакаты, обзванивала приюты, никогда не теряя веры в то, что где-то там ее ждет любимый котенок. «Я посмотрела видео», — сказала она, и ее глаза засияли благодарностью. «Я узнал этот крик. Я слышал его в ночь пожара, как раз перед тем, как все погрузилось во тьму. Так я нашел тебя». Пока Маргарет подписывала документы на усыновление, ее руки были тверды от вновь обретенной целеустремленности, доктор Томпсон изумленно качал головой. «Я никогда не видел ничего подобного. Это напоминание о том, что любовь, настоящая любовь, может преодолеть любое расстояние, любые препятствия». Джаспер, удовлетворенно свернувшийся калачиком в объятиях Маргарет, в последний раз оглядел приют. Его глаза, когда-то затуманенные печалью, теперь сияли светом, который трогал каждого, кто его видел. Это было похоже на то, как если бы он держал в руках послание для всех животных, которые все еще ждали. «Не сдавайся. Ваш человек тоже где-то там и тоже ищет вас». История о Джаспере и Маргарет быстро распространилась, завоевав сердца по всему миру. В Оуквуд прибыли репортеры, которым не терпелось поделиться этой историей о непоколебимой любви и чудесном воссоединении. Но для сотрудников приюта настоящим чудом было то преображение, которое они наблюдали каждый день. Джаспер, когда-то такой хрупкий и печальный, расцвел под присмотром Маргарет. Его шерстка вновь обрела блеск, глаза заблестели от радости, а мурлыканье стало постоянным саундтреком к их совместным дням. Маргарет приводила его в гости в приют, показывая другим, что возможно, если не терять надежду. Это повлияло на жизнь людей далеко за пределами Оуквуда. Приюты по всей стране сообщили об увеличении числа усыновлений, особенно пожилых животных или животных с особыми потребностями. Люди были вдохновлены на то, чтобы рискнуть, заглянуть за рамки внешнего вида и увидеть потенциал любви, который таился в каждой мохнатой мордочке. Маргарет стала активисткой движения в защиту животных, рассказывая о своей истории в школах и на общественных мероприятиях. «У каждого животного есть своя история», — говорила она с довольным видом, обнимая Джаспера за плечи. «Все они заслуживают шанса на счастливый конец». Сам приют преобразился. История Джаспера привлекла пожертвования и волонтеров, что позволило им модернизировать свои помещения и обеспечить еще лучший уход за животными. Они запустили новую программу, вдохновленную путешествием Джаспера, которая использует социальные сети, чтобы помочь воссоединить потерянных домашних животных с их семьями. По прошествии нескольких месяцев история Джаспера стала источником надежды для тех, кто столкнулся с собственными трудностями. Люди писали Маргарет,
рассказывая о том, как известие о ее воссоединении с Джаспером придало им сил продолжать жить, продолжать верить в возможность чудес. Одно письмо от молодой девушки, которая боролась с раком, глубоко тронуло Маргарет. Джаспер так долго ждал», — написала девушка, «но он никогда не сдавался. Я тоже не сдамся». Маргарет и Джаспер начали посещать больницы, принося утешение и радость тем, кто в этом больше всего нуждался. Со временем связь между Джаспером и Маргарет только крепла. Казалось, он чувствовал, когда у нее начинался артрит, и сворачивался калачиком на ее больных суставах, успокаивающе мурлыча. Она, в свою очередь, часами расчесывала его шерсть, бормоча слова любви и ободрения. Раньше я удивлялась, почему он так долго плачет. Маргарет призналась Марии во время одного из их визитов в приют. Но теперь, кажется, я понимаю. Он плакал не только о себе. Он плакал обо мне, о том времени, которое мы потеряли. Он поддерживал нашу связь. Поскольку история Джаспера продолжала вдохновлять, приют решил постоянно чтить его наследие. Они создали фонд Джаспера, цель которого — помочь воссоединить потерянных питомцев с их семьями. Фонд выделял средства на микрочипирование, финансировал поиски пропавших животных и оказывал поддержку тем, кто потерял своих пушистых компаньонов. Ночная дежурная, которая первой заметила крики Джаспера, а ныне директор приюта, часто останавливалась у того места, где раньше стояла его клетка. «Ты меняешь нас всех, малыш», — шептала она. «Вы напомнили нам о том, зачем мы делаем эту работу». Прошли годы, и Джаспер вырос из крошечного котенка в красивого кота. В его оранжевом цвете появились заметные серые прожилки. Но его связь с Маргарет оставалась такой же крепкой, как и прежде. В Оуквуде они были привычным зрелищем. Пожилая женщина и ее верный спутник из семейства кошачьих. Живое свидетельство силы любви и настойчивости. Теплыми вечерами Маргарет сидела на крыльце своего дома с Джаспером, свернувшимся у нее на коленях, и смотрела на закат. Иногда она рассказывала ему о времени, проведенном в разлуке, о своих поисках, о том, как она отказывалась терять надежду, и Джаспер смотрел на нее своими понимающими зелеными глазами, как бы говоря: «Я всегда знал, что ты найдешь меня». Их история стала легендой, передаваемой из поколения в поколение. Родители рассказывали своим детям о котенке, который месяцами плакал, ожидая, когда к нему вернется тот, кого он любит. Это стало метафорой надежды, нерушимых уз любви, чудес, которые могут произойти, когда мы отказываемся сдаваться. А в приютах по всей стране, как сообщает Стори, всякий раз, когда появлялось особенно крикливое животное, сотрудники обменивались понимающими взглядами. Может быть, они говорили, что и в этом приюте тоже есть Маргарет. Это было напоминанием о том, что к каждому животному нужно относиться с состраданием, что в каждой клетке есть потенциал для создания прекрасной истории. Путешествие Джаспера и Маргарет напоминает всем нам о том, что иногда самую могущественную силу во Вселенной нельзя увидеть. Ее можно услышать в биении двух сердец, которые отказываются разлучаться. Это учит нас, что любовь не знает границ, что надежда может осветить путь в самые темные ночи, и что даже в самые отчаянные моменты мы никогда не остаемся по-настоящему одинокими. Проводя свой день, помните о непоколебимой вере Джаспера и неустанных поисках Маргарет. Пусть их история вдохновит вас не терять надежду, прислушиваться к тихим крикам тех, кто в ней нуждается, и верить в возможность чудес. Души. Потому что в каждом проявлении доброты, в каждом моменте сострадания мы создаем потенциал для наших собственных замечательных встреч. И кто знает, возможно, где-то там прямо сейчас есть еще одна. Джаспер ждет, другая Маргарет ищет, и вот-вот развернется еще одна необыкновенная история о любви и преданности. Все, что требуется, это открытое сердце, готовность слушать и мужество никогда, ни за что не отказываться от тех, кого мы любим. В мире, который часто кажется мрачным и неопределенным. Пусть история Джаспера и Маргарет станет маяком надежды.
Пусть она напоминает нам о том, что у каждого животного, у каждого человека есть своя история, которая ждет, чтобы ее услышали. И слушая, проявляя заботу, отказываясь сдаваться, мы создаем мир, в котором чудеса случаются не только в сказках, они становятся частью нашей повседневной жизни. Поэтому в следующий раз, когда вы будете проходить мимо приюта для животных, или увидите плакат с надписью «Потерялся питомец», или услышите крик в ночи, остановитесь на мгновение, прислушайтесь к своему сердцу. Вы никогда не знаете, когда сможете стать частью следующего невероятного путешествия, следующей истории о непоколебимой любви и чудесном воссоединении. Потому что, в конце концов, именно эти связи между людьми и животными, между надеждой и реальностью, делают жизнь по-настоящему прекрасной. А что касается Джаспера и Маргарет, то они продолжают вдохновлять, любить и напоминать всем нам о необычайных связях, которые могут образовываться между видами. Их история продолжает жить, свидетельствуя о силе любви, крепкой связи между человеком и животным и о чудесах, которые могут произойти, когда мы открываем наши сердца для возможности общения. В тихие моменты, когда мир затихает, слушайте внимательно. Вы можете просто услышать эхо крика котенка, звук, который когда-то разбивал сердца, но теперь исцеляет их. Это напоминание о том, что какими бы потерянными мы себя ни чувствовали, какой бы долгой ни была ночь, всегда есть надежда.